Всем доброй ночи, друзья мои. Я хочу вам показать сейчас ритуал очень дельный, нужный каждому человеку. Если помните, я уже вам показывала ритуал, как задобрить злую силу. Данный ритуал не менее сильный, я бы сказала, даже более сильный, потому что это касаемо уже особых случаев в жизни. В древние времена люди были, наверное, намного разумнее, чем мы с вами, и не игнорировали, не презирали, не пытались своими силами справиться с той силой, которую мы называем злой силой. Наоборот, пытались задобрить ее, пытались жертвами обратить на себя внимание, отвести от себя беду и прочее. И были жертвенники, алтари для злой силы, для почитания злой силы. Злая сила – это часть Вселенной. Она создана не просто так, она существует не просто так. У злой силы есть свои функции, и она должна быть для равновесия в этом мире. Кто-то за свои поступки, за свои подлости должен получать зло для того, чтобы понять, для того, чтобы осознать и свернуть с неправильного пути. Если, конечно, осознает. Если не осознает, погибнет. Злая сила нужна для того, чтобы давать человеку испытания, и через эти испытания сделать его мудрее. Невозможно, чтобы все в жизни всегда было хорошо и прекрасно. Человек отупеет, человек не поймет, как нужно противостоять трудностям, как нужно. И вообще человек не сможет на фоне только добрых, хороших отличить и видеть, распознать благородство, достоинство и так далее. Согласны со мной? Поэтому злая сила, она должна быть. И это часть Вселенной. И словами «чур меня», «убирайся вон», «не трогай», «пошел вон» и так далее, мы ничего не достигнем, только разозлим эту силу и настроим против себя. Мудрый человек со злом не борется. Мудрый человек зло, если не подчиняет себе, то, по крайней мере, дружит со злом. Делает его своим союзником, соратником. Один из таких методов был у древних индейцев. Называлась трубка мира, если помните. С врагом заключался договор, перемирие. Даже если временное перемирие, неважно. В любом случае, плохой мир лучше хорошей войны. Время от времени заключайте со злой силой перемирие, когда вы чувствуете, что вокруг вас слишком много становится зла, слишком много становится проблем, трудностей, слишком они начинают давить на вас и забирать много энергии. Заключайте перемирие со злой силой. То есть вы даете понять этой силе, что вы уважаете ее, что вы не настроены против нее, что она является частью Вселенной, и вы, как разумный человек, это осознаете и не идете против нее. Естественно, ваше такое отношение к ней будет оценено по достоинству, и эта сила, если не станет вашим союзником, по крайней мере, долгое время будет обходить вас стороной и не мешать вам жить. И вот когда она опять начинает более агрессивно действовать на вас, снова проведите этот ритуал. Я уже говорила в тот раз, что жертвовали злой силе обычно хмельные напитки, предпочтительно пиво, дорогое и хорошее пиво. Не жалейте, потому что вы духов не обманете. Они всегда рядом, они видят все, что мы делаем, за сколько рублей мы берем. Желательно, чтобы, насколько у вас позволяет средства и возможность, это был хороший напиток, более-менее. Далее. Следующий момент. Вам нужны будут сигареты, можно одну сигару, в принципе. Да что ж такое? Сигареты и кофе. Горькое кофе. Надо заварить, поставить вместе с благовониями. Черные свечи,
благовоние, бокал пива, сигара и, естественно, пепельница. Когда вы будете делать ритуал, я, естественно, вам покажу, как это делается, но вы должны покурить сигару до половины, остальное оставить этой силе. Точно так же кофе вы пьете до половины чашки, остальное оставляете на столе. Утром, естественно, сигарета уже будет полностью выкурена, а кофе можете вылить вместе с пивом, потому что это уже будет обесточенные продукты, то есть то, что нужно, она себе возьмет. Итак, начнем. Мне так, наверное, удобнее. Секунду. Так. Поскольку темно, немножко плохо видно, поэтому не обессудьте. Ну. Все. Злая сила, в честь тебя я подготовила сей алтарь. Злая сила, ты часть Вселенной. Я уважаю тебя и почитаю, как часть вселенского разума. О, злая сила, не враждуй со мной. Я заключаю с тобой перемирие и мирный договор. Сила злая, мое уважение, почет тебе, между нами отныне мир. Не мешай мне, а помогай. Сила злая, поверни злость свою на моих врагов, а меня не трогай. Я выкурю с тобой трубку мира и разделю с тобой горький напиток. А хмельное только тебе оставлю. Итак, зажигаем от свечи. Секунду. Ой, фу. Тяжело, когда не куришь. Но уже с этими ритуалами привыкла через раз это делать. Итак. Покурили один раз и говорите. Мир между мной и силой злой. Выкуриваю трубку мира со злой силой. Берете кофе, пьете глоток. Делю горький напиток сей со злой силой. Опять сигары. Выкуриваю трубку мира со злой силой. Делю горький напиток сей со злой силой. Выкуриваю трубку мира со злой силой. Делю горький напиток сей со злой силой. Выкуриваю трубку мира со злой силой. Делю горький напиток сей со злой силой. Бодрит намного сильнее, чем обычный кофе, если бы я пила. Представляете? Выкуриваю трубку мира со злой силой. Делю горький напиток сей со злой силой. Не знала, что кофе с сигаретами намного сильнее бьет по голове. Вот сейчас ощутила.
Я человек не курящий просто, поэтому особо не знаю привычки курящих людей. Выкуриваю трубку мира со злой силой. Делю горький напиток сей со злой силой. У меня привыкание не вызовет никогда. У меня вообще никогда ничего привыкания не вызывает. Я удивительный человек. Я вообще хамелеон. Мне как удобно, я так и могу перестроить себя на самом деле. Я могу за 2 дня привыкнуть абсолютно к новой обстановке, к новому дому, уже узнать район, уже знать, что где находится, и абсолютно не страдать по тому поводу, что я в новом месте. Вот эта черта характера мне очень помогала в жизни, чтобы не переживать и не страдать, пока привыкнешь к новым обстоятельствам. Я очень быстро перестраиваюсь. Не знаю, почему так, но поэтому привычку курить у меня это не вызовет никогда. Даже если я неделю покурю и неделю не покурю, я так думаю, потому что я не курила, на самом деле, неделями. Выкуриваю трубку мира со злой силой. Чуть-чуть осталось. Делю горький напиток сей со злой силой. Выкуриваю трубку мира со злой силой. Делю горький напиток сей со злой силой. Я этот ритуал несколько раз проводила, но никогда еще такого не было. Мне аж прям понравилось. Затягивается вместе с кофе. Итак, выпили до половины. Ну, это не так принципиально. В любом случае, немножко выпили, немножко оставили. Точно так же сигареты нужно оставлять, потому что они очень любят дым, они очень любят горькие запахи, горькие вкусы. И даже благовоние возьмите такое, знаете, миндальное, кофейное, что-то в этом роде. Если ничего нет, можно любое, но желательно такое. Они предпочитают это. Когда все это сделано, говорите. Кстати говоря, бодрит. Вот глаза открылись, и ощущение такое, как груз упал с плеч. Видимо, понабралась, потому что все, что о тебе говорят, думают, все, что желают, это посулы из зла. В любом случае, как бы они не могли с тобой ничего делать, все равно знаете, вот эти посылы зла, они все равно в какой-то мере выпивают некоторую твою силу и энергию. И они сразу отваливаются. Ты чувствуешь свое тело как никогда более, как вам сказать, ощутимо. Как ощущаешь себя вот полностью, как ты существуешь, вот только сейчас понимаешь. Такое чувство. Передаю просто. Когда сделаете, сами поймете, как сразу становится легко. Это может быть коллективная травля, это может быть просто нервотрепка, это может быть ходьба по чиновникам. Вы знаете, сколько дерьма там нахватаешься и приходишь, как будто с канализации. Хочется все это стряхнуть себя, потому что люди не с очень хорошими, как вам сказать, энергиями. Так, и в конце. О, злая сила, отныне мы сроднились. Живем в мире, между нами перемирие. Да будет по-моему. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. И последний раз, когда вы это сказали, берете сигарету, выкуриваю трубку мира со злой силой, объявляю перемирие. Делю горький напиток сей со злой силой, объявляю перемирие. А хмельной напиток оставляю злой силе. Отныне мы сроднились, между нами мир. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Проведите, отличное состояние становится, не передать словами. Видите, я вам дарю свои секреты. А еще говорят, что я людей не люблю. Как же я не люблю? Если бы я не любила, я бы себе оставила это все. Всем удачи!